Друзья, всем большой привет! Сегодня поговорим о самом главном и одним из самых желанных танков за боевой пропуск. Это Кобра. Стоимость машины 24 монеты, то есть очень даже недешево, поэтому давайте сегодня и разберемся, почему такая цена и кому она нужна в принципе. Присаживайтесь поудобнее и поехали. Кобра — это средний танк Великобритании, расположился на 9 уровне. Машина крайне интересная из-за своего барабана, который выдается крайне быстро, имеет очень прикольные снаряды и хороший урон. Если говорить более детально об орудии, у нас 120 миллиметровая пушка. Видим, что пробитие базовым кумулем 268, хэш-фугасом 210 и обычным фугасом 120 мм. Альфа-страйк на кумулях 360, на хэшах 490 и на фугасах 515. Выдача барабана максимально быстрая. Видим, что между выстрелами 1,5 секунды, а это реально быстро. То есть это как у G40 вы выехали, за 4 секунды отдали барабан, заехали. То есть очень комфортный барабан. Видим, что разброс 0.38, сведение, конечно, долговато, 3.8. Но в целом эти все характеристики можно поправить с хорошим экипажем, с хорошими модулями, точнее оборудованием, чтобы было более понятно. Поэтому в основном, как я вижу, играют в нее на хэшах. То есть на кумулях я редко видел Кобру, в основном на хэш-фугасах, потому что 210 пробитий это в принципе очень неплохо. Тем более, если залетать в борта, а танк способен к этому. То есть видим, что у нас мобильность, двигатель 600 лошадиных сил, 18-41 на тонну, 40 вперед, 25 назад. То есть если поставить турбину, будет ездить практически 50 км в час, а это уже немало для среднего танка. В остальном машина рыхлая, брони как таковой здесь нет. Я даже не вижу смысла заходить в коллижн, потому что у нас 130 мм, и она может отбивать только иногда пушкой что-нибудь. Поэтому сегодня будем говорить без коллижн модели. Давайте сразу перейдем к сборке, а дальше посмотрим бой. Поэтому поехали посмотрим, какой будем прокачивать для нее экипаж, какой набор будем ставить модулей. По экипажу все максимально просто. Видим, что у нас в стоке обзор 370 метров, что в принципе неплохо. Качаем боевое братство, это уже будет 378. Можно качнуть в принципе радиоперехват для увеличения дальности обзора. Дальше по перкам обязательно качаем плавный ход, плавный поворот башни. Для того, чтобы стабилизацию улучшить на танке в целом, это очень полезные перки, потому что, лишними они точно, друзья, не будут. В остальном набор уже под ваше усмотрение. Как вы играете, если играете на крысу, берете маскировку, если играете в ближнем бою, ремонт, то есть в таком формате. По оборудованию я бы поставил вентилятор, поставил бы, скорее всего, стабилизатор, и вот третьим модулем, я, возможно, поставил бы турбину. То есть мы видим, что у нас с вентилятором уже 0.35 разброс, сведение 3.47. В принципе, можно поставить приводы, чтобы сводиться побыстрее. Но я не уверен в том, что они в принципе нужны. Можно поставить либо приводы, либо просто улучшенный прицел, для того, чтобы конечную точность улучшить. С приводами она вроде неплохо смотрится. В остальном, менять вентилятор на что-то, думаю, это не самая лучшая идея. Вместо приводов можно поставить и турбину, и заезжать, так сказать, в упор. Сейчас посмотрим по полевой модернизации, если на максимум выкачать, что у нас открывается, какой слот. Живучесть или разведка. Слот печальный, если честно, максимально. Поэтому объективно, я думаю, это самая оптимальная будет сборка. То есть сведение долговато 3.15, но тем не менее это лучше, чем без приводов 3.47. Хотя я играю на колебании, у меня там 3.9 вообще сведение и все в порядке. То есть это дело такое, дело привычки. Поэтому, конечно, колебаны эту машину нет смысла сравнивать, они абсолютно разные. Но я к тому говорю, что если долгое сведение, оно не всегда вам необходимо. Если вы будете играть ближний средний бой, а на этом танке чаще всего так и играют, на ней не стоят в ПТ-позициях, тогда вам, в принципе, без разницы, какое у вас будет сведение. Тут уже от вашего геймплея отталкивайтесь, но вентилятор — это необходимый перк, у вас тогда будет все. В целом, все характеристики, да, они будут все на порядок лучше. Поэтому по оборудованию экипажу разобрались. По броне, опять повторюсь, здесь брони нет, 130 мм лоб, то есть выцеливать вас вообще нет смысла, просто в силуэт вам будут накидывать полную, скажем, урон. Так что на броню не рассчитывайте. Когда-никогда, может, что-то отлетит от пушки, но в остальном брони здесь нет. С этим разобрались. Поехали теперь посмотрим бой. Бой, друзья, у нас на карте, как видим, утес. Игрока забросила в сетап с 8 и 9 уровнями. По оборудованию у него вентилятор, стабилизатор и улучшенный прицел. Играет в основном на хэш-фугасах с доп-пайком.
Я бой, как обычно, не изменяя себе, не смотрел, поэтому будем смотреть с вами, так сказать, в реальном времени и рассуждать о том, стоит ли этот танк 24 монеты, кому он нужен и вообще хорошая ли эта машина. Такое небольшое лирическое отступление, друзья, нас уже сегодня, вот именно сегодня, какое у нас число, 23 августа, нас сегодня уже 1000 человек, и реально, друзья, большое спасибо каждому из вас, кто смотрит мой канал, кто подписывается на него, то есть и новичкам, всем отдельное спасибо за ваш выбор. Это для меня знаменательное количество, то есть первая 1000 подписчиков, это очень приятно, то, что вы смотрите, то, что вы пишете. Я все комменты ваши всегда читаю, вы знаете, в основном отвечаю, в 90% случаев так точно. Поэтому мне нравится то, что у нас получается создать такое мини-сообщество, да, в котором мы можем все спокойно делиться впечатлениями о нашей любимой игре. Конечно, останавливаться только на танках я не планирую, будем с вами рассуждать, какие игры вам могут быть также интересны, но и забрасывать это дело я также не собираюсь, потому что я люблю нашу общую игру и уходить из нее вообще не планирую. Потому что мы в начале, так сказать, своего пути. И я думаю, как только канал начнет раскрываться по-настоящему, мы будем с вами проводить куда больше времени. Так что еще раз, друзья, большое спасибо. Мне очень приятно, что вы со мной разделяете вот это вот все, смотрите мои видосики, пишите свое мнение. Я всегда стараюсь каждому из вас прислушаться, как вы заметили. Так что еще раз большое спасибо. Видим, что он занял позицию в центре, раздал по СТА, очень неприятно. Все 4 снаряда с хорошим уроном. Видим, что на хэшах в борта заходить картонным танком это одно удовольствие. С одного барабана у него 1878 урона, что абсолютно немало. Видим, что много танков противника светится по F-линии, F6, F7. То есть здесь в основном, как я полагаю, будет происходить основной бой. Но в любом случае, друзья, видим, что с барабана он максимально быстро заехал, отдал его 1,5 секунды между выстрелами, это очень круто. Вот эти новые британские барабаны, это сила, конечно. Перезаряжает барабан. Перезарядка барабана, конечно, долговато, там 44, по-моему, секунды или даже, возможно, больше. Точно не скажу, врать вам не стану. Но в остальном, то, что быстрая выдача, то, что хэши, вы можете выцеливать уязвимые зоны, наносить сумасшедший с барабана урон, то есть это реально прикольно. Светится фаза, понимает, что он не даст в такой проекции по ней нормальный урон. Катывается немного назад. Получается юзная елка, неприятный урон. 4 снаряда у него заряжено, сейчас будет искать свою цель. Напоминаю, если вы впервые, друзья, на этом канале, не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал. Мы развивающееся сообщество, так что будем рады новым лицам, так сказать. Занял он пока здесь позицию. Если бой будет очень-очень такой печальный, поскольку я его не смотрел, я немного промотаю, так что вы не удивляйтесь. Я, кстати, недавно общался со своим другом, он говорит, что необходимо нарезать видосы так, чтобы не терялась нить, так сказать, повествования. Поэтому, если, например, вам не нравится, когда видос немного подрезан, и вы хотите, чтобы он был полный, единым кадром, так сказать, часто употребляю, так сказать, нервничаю немного. Сегодня реально знаменательна вот эта дата с 1000 подписчиков, очень приятно. Поэтому, опять же, если вам не нравится, когда видос подрезан, напишите об этом, я тогда перестану этим заниматься. И не буду их нарезать. Ну, я просто стараюсь экономить ваше время, от того стараюсь видосы делать максимально компактными. Забираю с 2 выстрелов елочку. Видим, что она абсолютно не представляла для него никакой угрозы, потому что пробитие на хэш-фугасе достаточно, то есть 210 миллиметров, еще и летает 1100 метров в секунду, как под калибр. Но это имба, по снарядам это имба, не иначе. В бою будет, кстати, нанесено большое количество урона, здесь он раскроет танк в полной мере, поэтому не выключайте, не закрывайте. Я, как всегда, укажу тайм-коды для вашего удобства. Мы в этом бою единственное изменили себе, мы не смотрели бронирование. Потому что здесь в этом смысла никакого нет. Придерживает последний хэш. Видим, что у него буквально прошло 3 минуты боя. Практически 4-я минута идет. 3000 урона уже есть. Кому эта машина, друзья, подойдет? Ну, на мое мнение. Новичкам, думаю, нет. Потому что машина хрустальная. 1600 очков прочности на 9 уровне. Это крайне мало. Ну, то есть это очки прочности танка 6-8 уровня. Это реально мало. То есть с 3 выстрелов вы будете от десяток отлетать. От некоторых даже с 2. Поэтому для новичка нет. Не стоит тратить на нее очки боевого пропуска, если вы только-только пришли недавно в эту игру. Да и в целом там есть хорошие танки. Вот, например, Фаза. Отличный танк для новичка. Кто не смотрел видео, оставлю в описании, посмотрите также.
Ситуация в том, что эта машина подойдет игроку, который уже наигрался, так сказать, на классических танках и хочет попробовать что-то новое. Из-за того, что барабан здесь быстрый на выдачу, вы сможете примерить к себе новый геймплей такого охотника, который заехал, откусил сразу большое количество прочности и уехал. Благо динамика машины позволяет это делать. Поэтому если вы новый игрок, не торопитесь это покупать. Освойтесь в игре, изучите танки, изучите ТТХ, потому что если вы не знаете, против кого вы воюете, не знаете, на что способны танки противников, эта машина вам точно не подойдет. Она более такая размеренная в геймплее, то есть вы должны вымерять, куда вам поехать, знать позицию, знать, в кого стрелять, потому что мы видели, что он мог стрелять, в принципе, по фазе, вот здесь, когда находился, но он не стрелял, потому что проекции для атаки не было. Он бы нанес там смешной урон. А когда танки к нему бортом или подставляются, тогда, конечно, можно разминать уже. Можно выдавать свой быстрый барабан и в таком вот ключе наносить урон. Поэтому не торопитесь с покупкой. Машина требует определенных знаний игры. В остальном, если вы уверенный игрок, то можно брать, почему нет. Видим, что он просто уничтожает здесь фазу бедную. Стоял парень, думал постоять, пострелять от башни, но Кобре наплевать. 3 фрага у него уже есть. Видим, что по бою идет слив. Противники очень уверенно разминают команду союзников. Подъехал уже вражеский Т-49. Ему нужно вставать в приемку, это однозначно, потому что здесь также может приехать Кобра, которая сможет спокойно по засвету Т-49 работать. Кобра решает поджаться немного к центру, видим. Кобру, я думаю, должен разбирать, там 130 мм бронирования, это вообще не соперник для него. Главное не получить в ответ много урона, это важно. Видим, что в принципе пока по первой-второй линии идет удержание, сдерживание, так сказать. Зацелил он Т-49. Друзья, у нас, я заметил то, что по боевому пропуску осталось всего 2 машины. Это Кунце Панцер и ПТшка советская. Забыл, какая она. Я пытался на нее сделать ролик, но не нашел, в общем, объективно говоря, хорошего боя. Я еще раз посмотрю. Хочу, чтобы у меня на канале были все обзоры на все танки за боевой пропуск, потому что остается не так много времени до конца нашего боевого пропуска. Напоминаю всем, что если вы собираете, копите очки на Кобру, основные монеты, вы можете их не тратить, они сохранятся. Нужно потратить будет очки, вот эти, которые вторые, очки боевого пропуска, за которые можно брать камуфляжи, вот это вот все. Их нужно тратить, они оставаться не будут, как я понял. Поэтому, если что, если копите, не переживайте, ваши монеты никуда не денутся. Потому что я знаю, что многие из вас, скорее всего, играют без улучшенного боевого пропуска, просто катают на обычном, так что не торопитесь нервничать, все в порядке. Как вам, кстати, друзья, событие вот это вот Wargaming 12 лет? Я лично не знаю, как вы, я надеялся на ежегодную награду, потому что я в танках с 2014 года. Надеялся, что подкинут бон, может быть, каких-то резервов, но мне этого всегда не хватает. Но я думаю, вы понимаете, боевые резервы, у кого прем-аккаунт, кто активно фармит на премах, тот понимает, что боевые резервы это очень важно. Светится Леви. 2 выстрела на 1000. С 3 выстрелов отлетает Леви, практически фуловый. Видим, что барабан, отойдем на секунду от темы, барабан очень комфортный, выдача максимально быстрая, долгая только перезарядка самого барабана. Но с другой стороны, если бы этот барабан еще и перезаряжался 30 секунд, это было бы вообще жестко. Поэтому танк, я же говорю, для размеренной игры. Если заняли позицию, знаете, в кого стрелять, не торопитесь, это вам подойдет. Так вот, как вам событие? Я ждал боевой, боевой уже, заговорился. Ежегодную награду, и ее почему-то не было. Возможно, из-за того, что Wargaming сейчас разделился на Леста Студия и Wargaming, передал свои права в Беларуси и в России, насколько я знаю. Возможно, из-за этого они решили отменить эту награду, но, как по мне, вообще идея с наградой была прикольная. Решает вылететь он на противников. Кобру надо забирать однозначно, потому что более опасный противник. Разбирает Кобру, дает 3 выстрела, фуловую Кобру сбривает и дает еще выстрел по Т-44. Видим, что он танканул Су-130 ПМ. Каким-то образом, возможно, в пушку попал. Потому что, опять же, повторюсь, брони у этого танка, друзья, нет. Не нужно рассчитывать, что вы что-то там будете отбивать. Такие вот просто блокировки бывают раз в году. Видим, что у нашего сегодняшнего героя 6 фрагов уже есть. 7893 урона. И остается только 3 танка противника. Сушка стоит в классической ПТ-позиции вот здесь. Отсюда и прилетела по нему арта и дохлый Крайслер. Поэтому, друзья, если я ответил на ваш главный вопрос, вы мне напишите, что думаете о Кобре, напишите, что думаете о ежегодной заслуженной награде, ждете ли вы ее, потому что я лично жду.
И в целом, пишите, как у вас настроение, как дела. Я всегда рад с вами пообщаться. Надеюсь, в скором времени сможем провести с вами стрим, покатать на танках. Потому что на данном этапе у меня со стримами пока не получается, но забивать на это все мы не будем, конечно же. Убивает он сушку, 7 фрагов есть. Я так полагаю, не сможет он уже забрать ни арту, ни Крайслера, потому что КД барабана долгая. Выстрелил он все хэши. Да, я так полагаю, в этом бою все для него по урону. Но в любом случае 8340 урона есть. 7 фрагов, я думаю, это будет точно на мастера. Поэтому, если понравилось, палец вверх, подписка и до новых встреч в эфире. Пока-пока.